Я жила чужой жизнью у чужих родителей и всегда чувствовала себя чужой в своей семье, говорит жительница поселка Пожва в Пермском крае Лариса Поморцева. С детского сада я думала, почему за мной приходит именно эта мама, а не другая, а для своих родственников я больше была принеси, унеси, подай, чем родным человеком. Тест ДНК подтвердил подмену в роддоме, и мы сейчас готовим иск в суд. Только никакие деньги не покроют выплаканные слезы и те испытания, что мне пришлось пережить. Роковая подмена детей в Пожвинском роддоме произошла 55 лет назад. К слову сказать, здесь это уже второй случай. Первые перепутанные девочки отсудили 1 000 000 рублей, вторая история случилась в семьях Шелоносовых и Бабиковых в 1966 году. Лариса Поморцева в девичестве Бабикова стала третьим ребенком у своих неродных мамы и папы. Мама рассказывала мне о своих родах, вспоминает Лариса. Она со схватками не успела дойти до роддома и родила в дороге в частном доме. Потом туда приехала акушерка и на подводе с лошадью увезла роженицу в роддом. По существующим тогда правилам после домашних родов маму и дочку поместили в карантинные палаты отдельно от других мамочек и малышей. Но во время выписки женщина забрала домой не свою кровную дочь, в другой семье ее назвали Галиной, редакция, а чужую, ту, которая родилась у односельчанки Веры Шелоносовой, на 2 дня раньше. Есть версия, что подмену совершила молодая акушерка-любовница ее мужа Сергея Шелоносова. В те годы все в поселке знали, что акушерка из родилки очень добивалась женатого Сергея, рассказывают местные. Скорее всего, она и совершила эту подмену, чтобы увести мужика из семьи. Рассчитывала, что Сергей поймет, что ребенок не его, обвинит жену в измене и бросит ее. Причем специально подкинула в семью мужчины, за которого хотела выйти замуж, новорожденную девочку из грязной палаты. Если это действительно сделала она, то взяла на душу большой грех, говорит Лариса Поморцева. Но, возможно, это просто халатность медперсонала. 55 лет уж прошло, разве разберешься сейчас? Да и не доказать ничего. А вот вопрос, который я задаю себе часто, так это почему ни та, ни другая мама не заметили подмену еще в роддоме? Возможно, потому что в первые сутки ребенка кормить им не приносили, да и лежали они отдельно от своих детей. Мама называла дочь невидимкой. Жизнь девочки Ларисы в семье Бабиковых была не сладкой, у нее всегда было ощущение, что она чужая, а все блага доставались ее старшей сестре и младшему брату. Отец, конечно, любил меня и часто брал везде с собой. Про остальных я сказать этого не могу, говорит Лариса. Работал папа в литейном цехе, зарплата у него была хорошая, но детей в семье постоянно делили. Обновки родители покупали старшим, я же носила то, из чего выросла старшая сестра Света. И такое отношение ко мне было всю жизнь, мол, тебе, Лариска, и так сойдет. Когда я поступила в училище, мне тоже ничего покупать не стали. Света отдала старое платье, я в нем год проучилась. Еще я не помню, чтобы мама когда-либо меня обнимала. «Чего тебе еще не хватает, невидимка?» — всегда говорила она. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.